Привет, меня зовут Лиза, мне 19 лет, я родом из Донецкой области, жила в маленьком городке под названием Константиновка. Привет, меня зовут Никита, мне 19 лет, я с Украины, город Харьков. В Венгрию мы приехали 8 марта. В Венгрию я прибыла летом. Как на соль. Классное время, мы учились, тренировались, гуляли с друзьями. Ну, я думаю, как все подростки. Ну, это было беззаботное время, классное. Такие были моменты яркие. Ну, мы учились, в школу ходили, как все дети, нормальные. Вот, занимались там. Ну, конечно, было грустно. Страх неизведанного, непонятно, куда ты едешь, что будет. Страх. Было очень страшно, когда мы услышали первые взрывы. Прям было очень слышно. Мы сразу побежали в коридор. Ну, был страх за себя, за родных, близких. Вот. Поэтому мы решили выехать из Украины. Ну, на самом деле было очень тяжело. Мы сутки ехали стоя в поезде, только до Львова. И потом со Львова мы ехали в автобусах до границы, стояли несколько часов на границе, очень долго. Потом, как только мы перешли границу, нас встретили какие-то венгерские службы, нас накормили, напоили. Ну, то, что только стоя ехать сутки. Неизвестность, не понимаешь, где ты, что сейчас будет происходить, как скоро ты поспишь. Опустошение, отчаяние. Даже, может, было обидно в каком-то роде покидать свой город, дом родной. Вот. Сейчас успокойся. Будапешт вообще очень красивый город, очень классная архитектура, красивые очень здания. Вот. Классный город, очень огромный, куча людей просто. Первое запомнилось, наверное, язык. Первый раз слышал венгерский язык, было очень странно, непонятно. Но люди очень отзывчивые, доброжелательные, нас, еще раз повторю, накормили, напоили. Жилье предоставили, мы зарядили наконец-то телефоны, написали родным. На самом деле все очень не сильно отличается от Украины, так что почти адаптации никакой не было. Почти ничего нового, как и в Украине. Тут даже теплее. С местными жителями мы очень редко пересекаемся. Ну, допустим, мы живем в цирке, там очень много местных, но мы с ними общаемся хорошо на английском, коммуникация есть. Венгры вообще очень доброжелательные люди, всегда помогут, помощь предложат. Ну, на самом деле, домой все равно очень хочется, хоть Венгрия очень хорошая страна, но домой все равно очень хочется увидеть родных, близких, друзей, продолжать тренироваться, развиваться, учиться работать над собой. И вообще там очень сложно жить, они там почти выживают. Зарплаты, то есть работы нет, пенсия маленькая, цены высокие. В моем городе осталась бабушка с дедушкой и моих 2 кота.
Вот. Ну, как по мне, в Украину возвращаться уже смысла нет, там просто нет будущего, особенно в моем городе. Вот. А в дальнейшем вообще хочется ездить по контрактам, работать, там, по каким-то кораблям или, может, в какой-то цирк хороший. Цените время с близкими, потому что вы не знаете, когда это может оборваться в любой момент. Цените каждый момент своей жизни, живите здесь и сейчас. Этого завтра может и не быть в вашей жизни.